Рэмбо – американский герой боевиков 80-х, который в нашей стране был чуть ли не популярнее, чем на родине. И у многих, в том числе у меня, знакомство с этим персонажем началось именно с третьего фильма в серии. И к черту идеологию! Этот протагонист был для нас, детей и подростков прошлого, в первую очередь не вражеским солдатом, а одиноким воином, сражающимся за справедливость. Именно так это и было показано в кино. Хотя лично на моей видеокассете переводчик «От греха подальше» наговаривал после вступительных титров, что все, что показано в этом фильме, не соответствует действительности и является плодом больного воображения режиссера. Вот до сих пор гадаю, кому принадлежал этот перевод. Но во времена хлынувшего через разваливающийся железный занавес зарубежного потока фильмов для зрителей были важнее новые эмоции, а не пропаганда. А их эмоций подобное кино дарило предостаточно. И не без привлечения скажу, что именно фильмы со Сталлоне, Шварценеггером, а позже с Ван Даммом, Лундгреном и другими экшн-звездами пробуждали такое бесценное ощущение, как мотивация. Ни один агитационный плакат, школьный физрук или значок GTA не могли настолько стимулировать среднестатистического советского или постсоветского человека заняться своим телом, как это делали фильмы якобы тлетворного Запада. Постеры с героями боевиков красовались как в комнатах подрастающего поколения, так и в многочисленных качалках. Само собой разумеющееся было то, что новые для нашего зрителя актеры обладали прекрасной физической формой. Касалось это, между прочим, не только мужчин. Таким образом, Рэмбо и трилогия с ним стала квинтэссенцией героя боевика 80-х. Поспорить с ним в популярности могли только персонажи Арнольда Шварценеггера. И посему сегодня на обзоре у нас фигурка Джона Рэмбо из третьего фильма от компании 3ZERO. Чтобы лучше погрузиться в персонажа, кратко вспомним, как Рэмбо дожил до жизни такой. В первом фильме под названием «Первая кровь» Рэмбо, ветеран Вьетнама, которого в свое время правительство бросило в мясорубку никому не нужной войны, и по возвращению из которой в мирную жизнь с посттравматическим синдромом он опять же оказался никому не нужен. Если что, я описываю сюжет старого кино. На родине же в одном из провинциальных городков Джон испытывает конфликт с сильно предвзятой к нему полицией, и это триггерит нашего героя на насилие. Справедливости ради надо сказать, что киношный Рэмбо и книжный Рэмбо – это две большие разницы. Да, кто не знал, сценарий фильма базировался на книге. И характер Рэмбо в фильме был сильно переработан, чтобы зритель мог сопереживать ему. Потому за всю картину герой Сталлоне убивает, внимание, всего одного человека, и то непреднамеренно. Книжный же Рэмбо по ходу действия слетает с тормозов и начинает выкашивать противников одного за другим, погибая в конечном итоге сам. Война для него никогда не заканчивалась. Киношный Рэмбо оказался более благоразумным и в конечном итоге сдается представителям власти. Второй фильм под названием «Рэмбо. Первая кровь. Часть 2» начинается с того, что Джон отсиживает свой срок в колонии и к нему приходит с предложением заменить остаток срока на участие в военной операции. Итого при двух значениях вариант А – долго сидеть в тюрьме и вариант Б – воевать с последующим освобождением, Рэмбо выбирает вариант Б. Мы все еще про кино говорим. Безусловно, в фильме под этот выбор положена моральная подоплека, про своих не бросаем, и Джон оказывается опять во враждебном Вьетнаме. Пройдя огонь, воду, предательство, гнилость военного начальства и выбравшись из всего этого дерьма, Рэмбо решает завязать с воинами и релоцироваться с родины, которая, как оказывается, не очень-то его и любила, и постоянно использовала. Таким мы застаем Джона в начале третьего фильма. Он живет в буддийском монастыре и зарабатывает на хлеб насущий участиями в боях без правил. И снова к нему приходят натовские вояки и снова просят немного повоевать. Тем более моральная подоплека тут еще яснее. В плен теперь уже в Афганистане попал его ментор и, можно сказать, друг. Что ж, дело правое, и Рэмбо участвует в очередном противостоянии. Сторону выбирайте сами, здесь хэштег «Все сложно». В советские времена этот фильм однозначно считался антисоветским, но вот в нынешние... Да, Джон воюет против советских солдат, и воюет он вместе с маджахедами, предтечами движения Талибан, запрещенным в Российской Федерации.
А в 20-х годах этого века Россия как бы уже дружит с Талибаном, все еще запрещенным в Российской Федерации. А давайте лучше обратимся к фильмам. При всем количестве клюквы там хотя бы маразма меньше, чем в жизни. Рэмбо 3 не оправдал свои затраты на производство, потому продолжение, точнее продолжения, пришлось ждать так долго. Но это не умаляет тот факт, что данное кино является собой прекрасный образчик боевика 80-х. К тому же огромное количество пародий и подражаний только подтверждает факт популярности как всей трилогии в целом, так и третьего фильма в частности. Также культовый статус фильма не оставил в стороне производителей фигурок, и у нас сегодня на обзоре один из таких наиболее современных представителей. У микрофона с вами мало чего понимающий в фигурках, но зато разбирающийся в кино Cyberlinks, а посему помогать в съемках мне будет человек-оркестр Ларри. И в этом видео вы услышите два мнения, возможно в чем-то схожие, возможно различающиеся. Герой нашего выпуска — это фигурка в формате 1/6 от компании ThreeZero, или ThreeZero, кому как удобнее. И это мой лично первый опыт близкого общения с творениями этого производителя. До этого подобного рода фигурки всегда брались от более распиаренных Hot Toys, и именно Рэмбо 3 от Hot Toys как-то бывал у нас уже на обзоре, посему лобовое сравнение персонажей от двух конкурирующих производителей неизбежно. Рэмбо от ThreeZero был выпущен в 2020 году по цене в $199. Коробка выполнена в строгих темных тонах, где на лицевой стороне по традиции размещен один из самых известных в мире постеров среди боевиков 80-х, а также под избранной лакировкой спереди и сзади нанесены различные пафосные слоганы с киноленты. The first time was for himself. The second time was for his country. This time, it's for his friend. Информационный блок, кроме прочей информации, предупреждает, что эта игрушка для взрослых мальчиков, точнее для детей старше 15 лет. А в каком возрасте, интересно, я увидел впервые фильм Рэмбо? Сама коробка тоже имеет открывающуюся дверцу и панорамное окно в пол за ней. Не знаю, как это по-научному все называется. За этим окном в толстом блистере размещается наш герой и куча аксессуаров. А именно, куртка с карманами Second Hand. В наборе она обозначается как военная куртка. Майка антидрыщ для демонстрации накачанного тела соответственно. Сумка, просто сумка. Не такая вместительная, как дамская, но скупые мужские пожитки в нее сложить можно. Кулон в форме Будды. Часы. Кстати, какие-то супер модные на момент 88 года часы для экстремалов. Считайте это частью продакт-плейсмента. Ну и, пожалуй, из одежды все. Штаны и ботинки уже надеты на персонажа. Из оружия мы имеем РПГ-7 с боеприпасом. В отличие от ручного гранатомета из того же фильма «Команда», здесь, по крайней мере, и домохозяйке понятно, из какого конца вылетает снаряд. Честь советское производство. Автомат Калашникова с подствольным гранатометом. Внимание к деталям игрушечного оружия просто поражает. Если ваши Барби и Кен решили поиграть в Мистера и Миссис Смит, то вооружить их надо однозначно оружием от ThreeZero. Из рэмбовской классики нам представили, конечно же, его лук. В отличие от миниатюрных, но все же муляжей огнестрельного оружия, это творение инженерной мысли, можно сказать, работает как и положено луку. И при желании вы можете устроить типичную охоту на мух.
К луку прилагаются 5 стрел, 2 из них с обычными наконечниками и 3 со взрывающимися наконечниками, а также модный вместительный колчан ко всему этому добру. Стрелу с петухом, к сожалению, не завезли. Ах да, это же другое кино. Блин, я понял, что хочу фигурку с Чарли Шином из «Горячих голов 2». Из менее точного, но более разрушительного оружия у нас имеется взрывчатка С4 с будильником, то есть таймером. Ну и про Рэмбо нож нужно упомянуть, а также про сапожный метательный кинжал. В комплекте к набору мы имеем небольшую, но все же инструкцию, а также, внимание, гарантийный талон. Жалко, что для нашей страны это не актуально, а так даже интересно, что там по сервисам, ТО и так далее. Как и в любом подобном наборе, к основной фигурке добавлены дополнительные кисти рук и пеги. Скульпт головы, на мой вкус, сделан просто превосходно. Здесь однозначно безграничный восторг. Силуэт тоже неплох, но немного раздражает только стык между плечом и рукой. Но это, к сожалению, особенность конструкции подвижной части. Также по бокам телоида виден шов на коже от склейки двух частей. Не сильно бросается в глаза и ладно. Ну и, конечно же, крепление кистей и запястья. Понятно, что по-другому, наверное, не сделать, но, блин, уж очень этот шарнир на виду получается. Вот, наверное, почему статую я все же люблю чуть больше, чем подвижные фигурки. Нет визуальных проблем в местах сгибов. Зато здесь дофига точек артикуляции. Вместе с руками гнется во все стороны торс и ноги. Во все стороны не противоречащие физике человека, конечно. Не всегда эти сгибы выглядят грациозно, но зато сама возможность. Что по итогу? А по итогу мне фигурка понравилась. Тризиру сделали свою очень симпатичную вариацию Рэмбо, и в сборе с сложенными аксессуарами на полке она будет смотреться не модно и не молодежно, но как минимум стильно. Из минусов лично для меня остаются сильно видимые стыки между руками и плечами, и чтобы их видимость минимизировать, надо постараться подобрать фигурке нужную позу. И если оценивать ее по шкале про хобби, то я бы дал оценку «Вау». То есть для меня не идеал, но в целом понравилось. Давайте проведем небольшое сравнение с ее ближайшим конкурентом, а именно с Рэмбо 3 от Hot Toys. Полное видео с подробным обзором этого экземпляра смотрите на этом же канале. Начнем с того, что Рэмбо от Hot Toys старше своего последователя на 13 лет, то есть выпущен он в 2007 году и сейчас является раритетом. Коробка от него имеет внешний рукав с артом из того же знаменитого постера, но выполненный в более радужных тонах. Под внешним рукавом скрывается основная коробка с изображением самого Hot Toys-ского Рэмбо. Кроме отличий в оформлении, коробка от Hot Toys немного тоньше коробки от Тризиру при одинаковой высоте и ширине. По наполнению два персонажа различаются в основном комплектом огнестрельного оружия, и у Тризиру немного побогаче с одеждой и аксессуарами. Но нас интересуют в первую очередь сами фигурки, и по моему скромному мнению, скульпт головы Рэмбо от Тризиру на голову выше, чем у Hot Toys. Ну ладно, не на голову. В отрыве от Тризиру скульпт Hot Toys выглядит вполне себе узнаваемым и интересным. Но вот при сравнении в лоб я даю предпочтение более современному переосмыслению. Что по телоиду, то я, наверное, отдам пальму первенства варианту от хотов. У их Рэмбо в плечах нет стыков. В остальном смотрите старый обзор и делайте выводы сами.
Несмотря на некоторые недостатки в телоиде, мне новая фигурка очень понравилась. И поскольку один и тот же персонаж от разных производителей получил разную мимику и разный набор оружия, то я даже не считаю это повторкой в своей коллекции. Ну а теперь мнение от нашей великолепной Лари. Если что, мы заранее договорились не делиться впечатлениями между собой, потому высказываем независимые мысли по поводу сегодняшнего персонажа. Всем привет, с вами Лари. Вы только что посмотрели распаковку фигурки Рэмбо от компании ThreeZero и ее сравнение с такой же фигуркой от Hot Toys, а также услышали мнение Линкса о них. Если понравилось, не забудь поставить лайк. А я перехожу к оценке, где поделюсь своим мнением о фигурках. Давайте сначала я расскажу, что думаю о фигурке от ThreeZero. Несомненно, мне понравился телоид, отличные суставы и хорошие добротные пеги. Но этот резиновый чехол для создания бесшовности просто какой-то кошмар. С руками происходит уродство при их сгибании. Смотришь, и из глазок кровушка течь начинает. Этого не видно, если он в куртке. А я, может, хочу его на полку поставить в майке или топлес. И что мне теперь, руки ему не сгибать? Недоработочка. В этом он, конечно же, проигрывает бесшовности телоида хот-тойсовской фигурки. Также меня смутила одна из кистей. Под ракетницу по факту не хватает кисти, потому что та, которая присутствует в комплекте и показана на промо-фотках, не вставляется. Она предназначена под тетиву, но никак не под ракетницу, и нормально вы в нее ракетницу не вставите. У фигурки есть инструкция, но очень куцая. Мне хотелось бы больше информации. Но за сам факт присутствия хоть какой-нибудь инструкции спасибо. Стрелы пластиковые. Если мне не изменяет память, то у хот-тойсовского были металлические. А вот что меня прям расстроило, так это то, что у него нет подставки. Где подставка, я вас спрашиваю? Это плохо, даже при том, что он стоит и сам, потому что для более экшоновых поз нужна подставка. Иначе это оловянный солдатик. И смысл в 30 точках артикуляции исчезает. Что мешало? Непонятно. По итогу, в чем для меня этот Рэмбо выигрывает у хот-тойсовского? Первое. В количестве дополнительных аксессуаров. Ракетница, куртка, сумка, взрывчатка. Хорошо. Надо ли так много, уже другой вопрос. Второе. В скульпте морды лица. Оно пореалистичнее, но у хотов совсем старая фигурка, и тут могу сделать скидку на то, что раньше все скульпты были попроще. Ну и коробка от ThreeZero-шного мне нравится больше. Для меня она посолиднее выглядит, чем хотовская для сорок, любящих блестяшки. В совокупности претензий от себя дам медальку Cool этому Рэмбо, как и Рэмбо от Hot Toys. Он классный, но чутка не дотягивает до супер. И да, мне он нравится больше, даже с отсутствующей подставкой. Ну а на этом, друзья, у нас на сегодня все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца и поставили лайк. Пишите в комментариях, какой Рэмбо понравился вам. Заглядывайте к нам в другие соцсети, все ссылочки будут в описании. Пластиковый разврат можно посмотреть на Бусти, тем самым поддержав нас. И в том самом Граме мы тоже есть. Увидимся с вами в новых обзорах. Хороших вам фигурок. Пока. Я не могу. Началось. Еще раз. Голову вниз. Да.